оно управляет вами. Каким образом? Например, вы вошли в позицию, и ваше эго вам говорит: $300, $500 за полчаса, за 10 минут. Ну, в зависимости от того, какой вы трейдер. Закрывай, сейчас отлетит. Закрывай, сейчас откатит, закрывай. И вы в какой-то момент держитесь. Ну, мой план. Что-то еще у вас осталось, да, от плана вот здесь, в голове. Мой план. И в какой-то момент эго берет полный контроль над вами, и вы резким каким-то вот таким одним движением действуете, закрываете сделку. И вы замечали, как вам вот на доли секунды вас отпускает, вам становится легче, вот этот градус напряжения, то есть вы как будто сбили температуру. И вот здесь самая большая проблема. Вот здесь ваше эго, как только вот вы почувствовали вот это удовлетворение от того, что вы закрыли позицию, ваше эго радуется, ваше эго ликует. Почему? Потому что оно победило. Как это проявляется дальше? И у вас проявится два эмоциональных состояния, когда вы закрываете сделку. Первое эмоциональное состояние — это когда вы закрыли сделку, и цена пошла в обратную сторону. То есть в минусовую сторону, а вы закрылись в плюсе. Вы чувствуете радость, удовлетворение, вы счастливы. Я знал, я видел. Есть же такие трейдеры, которые говорят: это же было понятно, я знал об этом, что так и произойдет, поэтому вышел из сделки. Ни слова о торговом плане. Был план выйти там или нет? А я знал, что там надо выйти. Первое состояние: вы ликуете, вы счастливы. То есть вы уже создаете прецедент того, что так можно делать и кайфовать от этого. Второе состояние — это состояние прямо противоположное, когда цена пошла дальше вверх. Что происходит? Разочарование, жадность, желание еще раз войти, еще откусить этот кусок. И одна из техник, которую я использую, потому что у меня тоже это проявляется. То есть я когда смотрю на сделку, допустим, я знаю, что у меня take profit есть, а мое эго начинает вмешиваться в этот процесс. Я начинаю говорить со своим эго с третьего лица. Ну, я говорю, как бы, вот, представьте, вот человек, я как бы указываю, как будто здесь еще один человек со мной, а я указываю на свое эго, а эго третий человек. Я говорю этому человеку, я говорю: что он от меня хочет? Ну, подожди, я с ним договорю, и потом, примерно, да, вот в такой форме. И это очень сильно помогает, это немножко вас тормозит, вот этот ваш пыл, потому что задача вашего эго быстро вас ввести в состояние, где вы будете уже не контролировать, да, ситуацию с позиции своего плана. Бывало у вас так, что вы резко закрываете позицию, прям как будто вас кто-то по башке вам дал, вы сразу резко закрыли позицию с какого-то вот непонятного состояния, потом и у вас еще раз на минутку такой вот кайф какой-то, такой пшик, и потом вот так, да. Конечно, вот так зависит от того, что дальше произошло. Представляете, как это манипулирует вами? Поэтому, если вы на этапе, когда ваше эго начинает в вас вселяться, можно так сказать, или вылезать наружу, вы это будете не бороться, не надо с ним бороться, вы проиграете, не надо бороться, а договариваться, поговорите немножко. Пока вы будете договариваться, пыл пройдет. Потом проходит время, что самое интересное, проходит там, я не знаю, день, там, час, у каждого по-разному. И ты такой садишься, или вот выходной день, например, когда ничего на тебя не влияет, никакое эго, потому что нельзя торговать, рынок закрыт. Ты смотришь такой, думаешь: какого черта, здесь же очевидно не было входа, зачем я закрыл, вот же был потенциал, да, зачем я поторопился. Очень много для вас информации, такой полезнейшей из наших закрытых сессий, потому что там у нас прям жарище там такая. Иногда мы публикуем какие-то отрезки, да, из видео, но в основном эти сессии не записаны, но последние сессии две были очень высокого уровня. Я убежден, что ни на одном ресурсе в России вы не найдете такого уровня контента, который у нас есть в закрытом чате. Почему? Потому что он рандомный, то есть нет такого, что мы сегодня садимся, вот сегодня тема такая. Нет, мы начинаем торговать, мы начинаем искать точки входа, и тут пошли ситуации рыночные, живые, входы, выходы, трейдеры, свои вопросы, идеи. То есть это вот, и сразу ты вот входишь в это состояние, когда начинаешь анализировать, и совершенно у тебя, и вот прям вот
такой вот очень вкусный материал. Прям вот, вот последнюю сессию жалко не записывали, потому что я до сих пор под хорошим впечатлением, потому что в процессе вот мы вскрываем вот этот код, да, код успешного трейдера, и он, еще раз, не в самой по себе стратегии, еще раз, не в знаниях. Есть трейдеры, которые по 10 лет учатся, торгуют и не получается. Или торгуют от случая к случаю. Подумайте, почему, если вы меня сейчас смотрите, подумайте, почему это происходит. Возможно, вы уже там, я не знаю, испробовали все, и вам кажется, что это какая-то... Это только для избранных. Или это там лохотрон, да, если там рынка Форекс касается. Или там брокер видит мои сделки, поэтому я получаю убытки. Или это рынок непредсказуемой новости. Или, но никак не мое эго. То вы бережете свое эго. Оно в самую последнюю очередь вы за него берете. А надо в первую браться. Понятно, вы думаете, что знание, кто-то другой, аналитик, третий, пятый, нет, эго. А оно так спрятано, и вы его так бережете, потому что как так вы лишитесь своего эго, вы что, да? То есть вот это очень важно, оно внутри. Трейдинг это либо вы это понимаете и работаете с этим, либо все, оно вами управляет, и вы отправляетесь к 95% сливающих трейдеров. То есть вот это ключ. Вот это ключ. Еще раз, я не устаю это подчеркивать, коллеги. Не устаю это подчеркивать. Но неким мостом к тому, чтобы стать зарабатывающим трейдером и научиться ладить со своим эго, взаимодействовать, управлять даже им, а не наоборот, это вот как раз системность. На экране вы видите 3 индикатора. Это индикатор уровней. Внизу, в самом нижнем, это индикатор GTA, Go Trend Alert, и внизу M Momentum Trend Trader, MTT. Давайте сейчас разберем, чтобы было понятно, о чем я буду говорить дальше. Итак, RPI. RPI многие из вас знают, многие из вас уже используют этот индикатор, который определяет ключевые уровни, да, или просто ключевые уровни поддержки и сопротивления. Это RPI. Да. Второе у нас это, давайте, MTT. Сейчас я все объясню. MTT. Momentum Trend Trader. Тренд. Да? Проще, да? Тренд. Моментум. Почему моментум? То есть нас интересует текущая действующая сила рынка, текущее состояние рынка. И следующее это GTA. GTA, такое знакомое, да? Мужчины. Да? Сан-Андреас. Я очень любил Сан-Андреас, GTA вообще. Причем какой-то момент, очень-очень давно, у меня товарищ какие-то раздобыл где-то вот эти... код, да, вводишь, и там как бы у тебя активируется какое-то оружие или какая-то там сверхъестественная сила, что ты можешь летать там, перемещаться, что-то такое, или тебя стреляет, типа бронированный, прикольно было, ты там, код вводишь, все, и становишься, приобретаешь эту силу и начинаешь там беситься. Это прикольно так было. 100 лет уже не играл в GTA. Так, сейчас, наверное, там уже продвинутые версии, хотя я очень давно геймингом не интересовался. Последний раз мы играли в танчики. Это игра, танчики. Ладно, отвлекаемся, но это вот приятные вещи вспоминать. Это же танчики. Птицы, да? GTA. Это Go Trend Alert. GTA Go Trend Alert это вход в рынок. Вход в рынок. Здесь еще одного индикатора нет. Я не стал его бросать на график. Это индикатор, который показывает точки разворота по тренду еще дополнительно. Сейчас объясню все. Вход в рынок моментум. Агрессивно. Итак, RPI. Ключевые уровни. Я вижу уровни с разных таймфреймов, находясь на своем рабочем, на часовом графике. То есть я могу навести мышкой и увидеть RPI Daily. Вот эти локальные, которые, видите, такого зеленоватого оттенка, это локальные 4-часовые уровни. Внизу я тоже вижу Daily. То есть я вижу ключевые зоны принятия решения, которые в разы больше моего торгуемого таймфрейма. Следовательно, мне не нужно прыгать или переходить на другие таймфреймы. То есть я сохраняю фокус внимания. И индикатор рисует уровни ровно так, как мы обучаем и обучали трейдеров рисовать уровни. Вторые 2 индикатора, которые вы ранее точно не видели, это индикатор моментума. Это индикатор, который определяет именно тренд так, как это делаем мы. Давайте сейчас я покажу настройки. Мы убрали вообще все лишнее с настроек, чтобы у трейдеров не было искушения
потискать его, потыкать, поменять периоды, потому что когда у тебя есть возможность что-то регулировать, то ты ей непременно воспользуешься и начнешь свое что-то выдумать, искать какой-то идеальный совпадение, идеальный сценарий, чтобы здесь четко сошлось, чтобы, ну, вот это вот перфекционизм. У многих это есть, особенно те, кто начинал в начале. Вы наверняка искали, чтобы там все прям вот это сошлось, это пересеклось, и в этот же момент там стрелка появилась, и чтобы вы продали и еще заработали. Но перфекционизм ни к чему, поэтому мы убрали все опции. И здесь мы видим current. Если current, это текущее состояние тренда, то есть текущий тренд на моем таймфрейме, на часовом графике. Сейчас я объясню, почему это важно. Дальше, здесь мы можем установить тренд на H4, то есть я могу поставить H4, у меня немножко сменится моментум, да, видите, появилось желтого больше цвета. Желтый цвет отвечает за преимущественный флетовый рынок, да, зеленый за бычий и красный за медвежий, ну, все как обычно, да. Следовательно, я могу переключиться на daily, увидеть тренд дневного графика, да, и так далее. Но должно стоять current. Поговорим и расскажу потом, для чего. Дальше идем. Следующий индикатор – это локальный моментум. Обратите внимание, какой он изменчивый. Постоянно, видите, меняется. Так-так, так-так. Красный. Здесь нет другого цвета желтого, здесь только есть красный. И есть цвет... И есть свет зеленый. Почему он называется GTA? Go trend, иди по тренду, если дословно прям переводить, да, alert. Как именно, почему я говорил, именно подобный метод системности, систематизации может поставить ваш эго на второй план. Вот каким образом. Давайте возьмем так сразу до H1 графика. Сейчас речь об этом. О краткосрочном трейдинге. Картер о краткосрочном трейдинге. Когда вы смотрите на мульти-таймфреймы, допустим, да, как нас учили, смотри старший, потом иди на младший. Это неплохо, но это может создать компромисс принятия решения. Еще раз, компромисс в принятии решения. То есть вы видите, допустим, на H1 одну ситуацию, а перешли на младший, другую совершенно ситуацию. И пока вы думаете, где как войти, где как использовать эти сигналы, рынок уже уходит. То есть для краткосрочного трейдера весь фокус внимания должен быть сосредоточен на системности одного и того же и одной и той же картинки. Следующий важный момент это, да, если вы торгуете старшие таймфреймы, да, допустим, D1, H4, то можно их комбинировать. Почему? Потому что время для принятия решений очень много. И любые какие-то даже мелкие отвлекающие факторы, они не будут так фатальны, так критичны для вашей системности. Почему? Потому что D1, H4 вам надо максимум максимум 2 раза в день посмотреть на график. Но когда торгуешь H1, M15, M5, M1, если, да, еще скальпинг, то твое внимание не то, что не должно куда-то уходить, ты должен полностью быть сосредоточен, особенно в момент принятия решений. Но когда у тебя в момент принятия решений две ветки, вот сюда ветка и сюда ветка, М15, да, и H1, хорошо, если картина совпадает. Но бывает такое, когда она разная. И получается, что ты, видя вроде как свой основной сигнал на H1, переходя на М15, или наоборот, начинаешь сомневаться, тушеваться и думать, ой, блин, а здесь этот противоречит сигнал. И получается, что ты убиваешь, ведь ты не можешь быть системным. Понимаете, в чем соль? Ты не можешь быть системным, если у тебя сигналы начинают противоречить. Ты начинаешь искать компромисс, и чаще всего этот компромисс в пользу твоего эго опять. В пользу того, чтобы не рисковать, сиди спокойненько, не лезь. Там я подожду еще, да, чуть-чуть. Или там еще, ну, пока ситуация непонятная. То есть, ну, понимаете, да? И одно из преимуществ, что мы торгуем один таймфрейм, ну, допустим, H1 или там M15, да, это не значит, что систему нельзя применить на старших. Даже это будет лучше, вы еще больше энергии сэкономите и времени. Если вы, допустим, то же самое наложите на 4-часовой график, никаких проблем. Но для трейдера краткосрочного важность внимания, она просто зашкаливает. Да? Соответственно, на H1 что невозможно отрицать? Здесь не может быть компромисса в плане цвета. Если бар красный, бар красный. Нельзя отрицать, что здесь есть уровень горизонтальный. Нельзя отрицать, есть он или нет. Здесь мы пробили, закрылись ниже этого уровня. Да или нет? Да или нет? Да или нет? А когда ты смотришь, еще и М15 у тебя здесь добавляется, да, то этого да и нет становится больше, либо они конфликтуют, и ты начинаешь дергаться. Да, если они совпадают, окей.
Но если они конфликтуют, ты ждешь, ну сейчас я там подожду, когда там срастется, пока там срастется, не срастается, бум, сделка упустил, цена улетела, и ты сидишь, потом начинаешь обвинять самого себя, говорить, зачем я это сделал, не надо было мне переходить, и ты раскручиваешь вот эту спираль. Пошло. Кому понятно, о чем идет речь, и вообще этот контент, который я вам даю, для вас ценный, поделитесь с друзьями и обязательно поставьте лайк. Это очень важно, потому что мы смотрим, мы знаем, что вы смотрите наши видео, да, по глубине просмотра, это можно понять, вот, ну, в статистике, и когда вы ставите еще лайк, это дополнительная приятность, да, это уже такая очевидная приятность, да. Потому что, чтобы увидеть статистику, нужно в нее зайти. А тут посмотрел видео, и вот лайк. Да? Окей, понятно, да? Вот это ключ. Поэтому ваша задача, первая ваша задача, это фокус на конкретном таймфрейме. Чтобы у вас не было компромиссов уйти в сторону. У вас будет дикое желание посмотреть на другой таймфрейм. Поэтому у меня здесь, ну вот сейчас я просто для вас открыл. А так у меня, как правило, на торговле нет даже вообще таймфрейма. У меня H1 и все по умолчанию. Да, почему? Потому что я тоже человек. У меня тоже есть искушение. Ну да, сейчас гляну, что там на дейли, какой там сигнал на дейли. А что там на 15 минутки происходит? Посмотрю, может быть, там уже есть вход. То есть это поиск компромиссов. Особенно это касается для трейдеров начинающих. Вам ни в коем случае нельзя переключаться между таймфреймами. Я понимаю, вас обучали так, нас тоже обучали так. Мы тоже вначале об этом очень много говорили. Эта формула эффективна, но можно быть еще более эффективным, еще более результативным, потому что если ты не развиваешься в том смысле, что у тебя методология одна остается, да, и она не упрощается и не становится более эффективной, она деградирует. Да. То, что мы сейчас делаем, мы все автоматизируем и еще упрощаем процесс, обновляем коучинги, тренинги, сделаем их еще более понятными и еще более такими насыщенными материалами, которые сразу можно внедрить. Вот основная задача, да, то есть именно развиваться в этом направлении для того, чтобы это было полезно, ценно. И трейдер не думал, ой, а что это пересекает, это сразу внедрить, чтобы не было вариантов ухода в сторону. Вот это вот виляние хвостом. Понятно? Потому что у вас всегда такое желание проявляется. Почему? Потому что это стресс. Вы хотите любой ценой избежать стресса. Вы это не понимаете. Вы хотите торговать, да, но в то же время ваш эмоциональный мозг хочет избежать конфликта, хочет избежать стресса. Следовательно, он вас постоянно тормозит, говорит, или быстрее пытается вас выбить из сделки, чтобы вы быстрее вышли. Ну, отсюда раннее закрытие. Отсюда вы там ждете идеальных условий, перфекционизм преобладает. Ну, я просто такой же был, абсолютно. И иногда это у меня тоже выходит наружу, но я понимаю это и говорю, так, стоп, окей, подожди, сейчас я сделку закрою, эго, подожди, как тебя зовут? Эго, подожди, сейчас я закрою сделку, да, и потом поговорим. Все, и как бы окей. И вот это напряжение, вот эти вот скулы, когда, если вы замечали, у вас напряженные очень скулы, когда вы торгуете, когда у вас очень высокий градус напряжения, да, вы почувствуете ваши скулы, они очень напряжены. И это первое следствие того, что эмоциональный градус гораздо выше, чем градус осознанности. Понаблюдайте за собой, как раз таки это плюс к осознанности, если вы со стороны посмотрите на себя. Окей. Понятно, о чем идет речь, господа. Вот это key, вот это ключ, который, возможно, вы ищете, многие из вас ищут. Это не касается тех, кто там пришел быстро срубить баблишко, или там вот сейчас стратегию, ой, а где бы мне войти? Нет, вы можете получить лучшую стратегию, но пока вот этого не будет, да, без возможности трактовать что-то иначе и без возможности поиска компромисса, то есть вам нужно сжечь мост, если быть совсем дословно. Вам нужно сжечь мост, то есть не дать себе возможность, да, отвлекаться от, то есть установку сделать, установку на свой таймфрейм. Допустим, пусть это будут уровни, да, это будет вход, это будет состояние рынка. Все. И ты сразу видишь. И ты не можешь там противоречить себе. Понятно? Вот это самый главный момент. И то, что мы делаем с трейдерами в закрытом чате каждый торговый день. Каждый абсолютно. По 1,5 там плюс-минус часа. Я вижу, что моментум медвежий. Да или нет? Абсолютно. Я вижу, что локальный моментум тоже медвежий. Но третий важный критерий, да, это ключевые уровни. То есть цена стоит на ключевых уровнях поддержки. Вопрос, могу я здесь продать? Нет, абсолютно. А когда я смогу продать? И здесь мы можем очень четко построить модель мышления. И если бар красный здесь, и
ну, будем называть старший и младший моментум, пусть так будет проще. Внизу старший, сверху младший. Он сверху. Если бар красный сверху и снизу тоже, и мы на поддержке, то никаких сделок. Почему? Потому что есть противоречие. Да? Я буду покупать против локального вот этого, да, состояния рынка. Следовательно, я говорю себе, хорошо, я жду закрытия и пробития ниже этого уровня RPI и этой зоны, то есть вот этого кластера. Если цена пробьет, закроется ниже, то у меня появится вариант либо агрессивно нажимать кнопку Sell, да, либо же ждать квалифицированных сигналов по стратегии, да, либо использовать моментум для входа, потому что, ну, еще пока далеко, да, мы должны пробить, потом сигнал должен быть. Вот и все. Больше ничего. Да? И дальше мне нужно теперь задать один единственный вопрос. Есть ли у меня потенциал? Потому что сделка может быть очень хорошая, ну, с точки зрения входа, но у нее нет потенциала технического. Я же не знаю, как далеко цена может уйти. Вообще не знаю. Поэтому мне нужно руководствоваться тем, что сейчас есть. А не что, ой, потом я же знал, что она придет. Ой, я же говорил. Еще такое удовольствие трейдеры получают, когда вот они что-то сказали, ляпнули, и действительно так случилось. И они прям счастливы. Я же говорил. Да я же вам говорил. Я же вам говорил. Что я вам, как я и говорил, так и случилось. Представляете? Пошла же, это же видно было. Я и знал об этом. Это было очевидно. И такое у них внутреннее наслаждение. Непонятно, с чего бы оно. Но это неопытность. Это неопытность, в первую очередь, ментальная. Именно торговая ментальность. Очень, ну, не то что на низком уровне, но... То есть трейдер получает удовольствие от того, что он прав, а не от того, что он системный. Вот и все. Это самое главное, да, самое правильное и главное объяснение тому, почему трейдер радуется. Да, потому что другому нечего радоваться больше. Кроме как «я прав, я прав, я прав, я прав». Эго пошло. Почувствовали? Вот так и происходит. Это фьючерс WTI. Посмотрим на нефть. Опять же, та же самая формула. Моментум какой основной? Медвежий. Галочка. И еще важный момент. Если я торгую по тренду только, то меня интересует конкретный цвет. Да, и меня не интересуют рынки, меня не интересует состояние, когда против тренда. Вот, допустим, меня здесь не интересует продажа, если я торгую против тренда, хотя у нас есть сигналы, которые позволяют входить против тренда, в частности, разворотные, слабые и сложные слабые вершины, да, когда мы ловим ключевые развороты. Но я лично сам не торгую такие сигналы. Вот это очень важно. Я не торгую, следовательно, они меня не очень интересуют. У нас есть трейдеры, которые любят очень торговать развороты, и это тоже может быть очень эффективно. Моментум, да, основной у меня медвежий, следовательно, если, да, цена пробьет, закроется ниже вот этой небольшой поддержки, полки, то у меня появится очень локальный внутридневной скальп такой, ну, в том смысле, что очень короткая продажа с целью вот здесь предыдущая структура, здесь RPI-зона, 74 где-то 20, 73, ну, где-то около доллара, да, $1. К этому времени мы можем увидеть смену моментума. То есть сейчас здесь у меня красный, локальный зеленый, уровень не пробит. То есть пока нету вот этого единства, да, вот этого вот консенсуса между уровнями, трендами и сигналами. Да? То есть проще, это у нас уровни, это у нас тренды и это у нас сигналы. Хорошая продажа по WTI, если, но это очень короткая продажа, локальная, внутридневная, я не торгую долго, я не держу сделку больше 2 суток, и даже в последнее время у сутки обычно. Да. Хороший трейд, да, со стоп-лоссом за возможной свечкой, которая пробьет. Ну, посмотрим уже по факту. И все. Что касается, если цена идет вверх, ну окей, никаких проблем. У меня здесь нет потенциала никакого. Почему? Потому что здесь RPI уровень, это самый-самый-самый тот старый максимум, который был абсолютный 75. Да, мы, кстати, с вами, если вы помните, говорили о возможности покупок вот здесь. Здесь как раз были два моментума, бычьих и бычий здесь. Да, и мы видим реакцию рынка до ключевой структуры. Новый хай. И вот сейчас рынок немножко утратил скорость. То есть, посмотрите, первое, вот это очень тоже важный момент. Это уже анализ идет у нас с вами анализ поведения цены, да? Посмотрите здесь, коррекция какая глубокая.
Если здесь у нас мелкие, да, мелкие относительно это очень большая коррекция, да, то есть мы достигли очень высот таких, да, серьезных нефтяные фьючерсы, и мы видим сильную реакцию, сильный sell-off распродажи. Так что посмотрим, удастся ли сломать эту зону, чтобы я локально продал здесь. Покупок пока не планирую до тех пор, пока, да, цена не уйдет снова выше вот этих зон, да, потому что еще впереди вот этот уровень, предыдущий максимум, который мы снова тестировали. Это что касается нефтяных фьючерсов. Идем дальше. Доллар-иена. По доллар-иене вообще хорошая неделя была, я вам скажу. Давайте разберем. У нас был трейд на покупку по доллар-иене 113 800. Вот здесь. Да. После формирования и изменения состояния рынка, вот здесь мы видим, да, бары поменялись, бычий, здесь мы нарушили предыдущую структуру, и здесь появился квалифицированный сигнал на покупку, да, и мы видим, что рынок довольно неплохо вылетел. Что я здесь вижу? Я здесь больше ничего не вижу. Почему? Потому что, во-первых, я продавец. Это очевидно для меня. Да. Цена может улететь вверх, ради бога, никаких проблем. Я смотрю на то, что сейчас есть, я не знаю, что будет. Да. Следовательно, если цена пробьет, закроется ниже локальной зоны, у меня откроется небольшой потенциал, буквально 113 500 это возможный sell, до 113 100, ну тут совсем мало, очень небольшой потенциал, слева ключевые зоны, то есть мы пробили, но еще сюда не вернулись. Вот такой план. Да, мы видим существенный достаточно вот этот моментум, то есть первый раз у нас так долго медведи сохраняли локальный контроль. Посмотрите, вот здесь мы видим небольшой, здесь попытку, здесь, ну это коррекция, да, основной бычий. Здесь еще одна попытка, да, но если мы нажмем фильтровать тренды, вы этого не увидите, да, то есть тоже вопрос, кому как, кто как больше предпочитает, да, больше быть в тренде или все-таки видеть какие-то локальные изменения чуть раньше. Поэтому sell 113 500 с целью 113 100 смотрится любопытно, так на коротко, да, коротко. Посмотрим, потому что если эта зона не устоит, то есть рынок нарушит эту зону, то я смело буду дальше продавать с целью уже 112 500. То есть это, ну, возможный потенциал на случай, если, да, цена здесь не устоит, и здесь будут дальше появляться новые сигналы на покупку, на продажу по локальному медвежьему тренду. По локальному, еще раз, это надо дважды подчеркнуть, локальному медвежьему тренду. То есть критичный момент, который мы обсуждали, уже видео немножко затягивается, я планировал чуть короче, но очень много материала, который, коллеги, ну вот, просто так вот сесть его записать не получится. Вот просто вот, ой, а давай я запишу по психологии видео. Ну не получится. Это все продиктовано личным опытом, личным, когда ты пропускаешь через себя каждый день с трейдерами, да, и вот поэтому я на таком подъеме с вами разговариваю, потому что это вот, ну вот буквально в пятницу было, вчера, сегодня суббота, в пятницу было, и это невозможно просто вот взять и рассказать так, это вот должно быть это, да, это должно быть пропущено, чтобы это в такой форме вам дать, именно понятно для вас, да, не той, в которой я там это, да, думаю. Поэтому важнейший момент — быть в своей тайм-зоне, то есть временная зона, ВЗ. То есть вам нужно быть в своей временной зоне. Иначе, если я сейчас посмотрю на дейли, ну, допустим, я дейтрейдер, к примеру, да, сейчас я, допустим, торгую преимущественно внутри. Я смотрю на дневной график, сейчас тренд бычий тренд. Я говорю, нет, я не продаю. Но рынок пробивает уровень, отрабатывает это движение, а я как дейтрейдер сижу, когда дейли сменится. А когда он сменится не раньше, чем вот здесь, а то и может быть даже вот здесь. Дневной график, дневной тренд сменится. Представляете? И я буду сидеть и смотреть, когда это случится. И то, когда он меняется, чаще мы видим некое восстановление. То есть после того, как ломается какой-то тренд, мы видим небольшую паузу и затем возобновление, продолжение этого тренда. То есть никакого преимущества здесь для меня нет. Абсолютно. То есть я зашел, вышел в рамках вот этого локального моментума. Еще раз, состояние рынка. Когда трейдер прыгает с таймфрейма на таймфрейм, там D1, H4, недельный, час, 15 минут, и потом ищет вход. Но время исполнения этого входа разное. Стоп-лоссы совершенно другие. Стоп-лоссы и паттерны отрабатываются по-разному. Паттерн на М15 отрабатывается в течение 2-3 часов. Паттерн на часах в течение там дня. Паттерн на дейли отрабатывается в течение там недели целой. То есть абсолютно разный тайминг. Где ставить стоп-лосс? Если трейдер хочет по 15 минутке поставить стоп-лосс у дейли уровня, он рискует вылететь чаще. Почему? Потому что у дейли уровня погрешность, ATR выше, ход выше, и цена может смело гулять, при этом не особо нарушая уровень, и в течение дня
заходить за уровень, при этом не пробивая его на дейли, а на 15 минутке это будет ваш стоп-лосс, который быстро да, загребут. И вы наверняка очень часто замечали, что вы нередко бываете не то что правы, а вы хорошо определяете, допустим, направление рынка, но ошибка одна главная в тайминге. У вас тайминг не срастается. Вы вошли, поставили стоп, вас выбило и потом пошло в вашу сторону. Вы думаете, ах, видели мой ордер. Ну, начинаете что-то придумывать, да? На самом деле ошибка в тайминге, потому что вы поставили стоп-лосс за дневным уровнем, войдя по 15 минут паттерну, и бывает такое, что вы, допустим, вот здесь вошли по М15, допустим, у вас сигнал, цена чуть-чуть уходит, она его уже отработала, его уже учли. Понимаете? Его уже учли. ATR прошли, волатильность именно в рамках 15-минутного сигнала, его сняли, все, его отработали, и цена идет снова там новые сигналы формировать, а вы еще ждете отработки этого, а он уже отработан. Но за счет того, что вы вошли по дейли и по старшему графику, у вас как бы вы ждете больше потенциала. Ой, я по дейли здесь продал, я по дейли здесь жду. А 15-минутных сигналов вот на этом отрезке может быть чудовищно много, и чудовищно много денег вы можете взять, если вы торгуете системно тот или иной сигнал, тот или иной паттерн, а вы ждете одного единственного сигнала, и цена крутится, в итоге вас выбивает, да, и все. Ради чего вы это делаете? Ради того, чтобы поставить короткий стоп, только, да, чтобы точно войти, но вы забываете про временной цикл сделки, да, по разным таймфреймам, если вы торгуете на минутке, у вас вообще несколько минут на сделку, то есть несколько минут, все, несколько баров, все, вы сделку должны закрыть, но если вы торгуете от часового на минутном графике, то у вас будет как мистайминг, да, то есть у вас будет вроде как должен быть отбой, а отбоя нет. И все, и в результате вы попали в эту воронку временную, и вас часто выбивает, потом идет в вашу сторону. И все, в результате лоссы и непонимание, и что самое интересное, трейдер начинает винить стратегию. Стратегия работает, но она работает в рамках того таймфрейма, на котором ты ее установил. Поэтому это критично, если вы торгуете до часового. Не смотреть на другие таймфреймы. Еще раз, это сложно. Это сложно в первую очередь принять, потому что все толдычит одно и то же. Мы провели массу тестирований, и мы убеждены на все 100%, что методы, которые предлагаются мультитаймфреймов до часового графика, абсолютно неэффективны, за исключением отдельных стратегий. Есть отдельные стратегии для фондовых площадок, которые используют дейли и минутный график, но это совершенно другой вариант, и он очень агрессивный, он не подходит начинающим трейдерам либо страдающим трейдерам вообще. Поэтому задача вам сегодняшнего видео, самый главный, да, самую главную соль, резюмирую. Первое, это определиться, выбрать конкретный таймфрейм, как вы будете торговать. Как это выбрать? Как выбрать таймфрейм? Первое, нужно понять, какой у вас распорядок дня. Не думать, на каком вам было бы хорошо торговать, где хорошие сигналы. Везде они одинаковые. Выберите конкретный таймфрейм в зависимости от того, какой у вас распорядок дня. Если вы в течение активной сессии Лондона, да, допустим, Европы или Америки можете посвятить 2-3 часа времени трейдингу, то вы смело можете быть дейтрейдером и торговать на М1, М5 или даже М15. А лучше М5 самый оптимальный, не такой прям сверхбыстрый, но при этом сделки будут закрываться внутри 2-3 часового активного периода торговой сессии. Это первое. Если у вас этого времени нет, все. Вы не дейтрейдер. Почему? Потому что каждый раз пытаясь там что-то скрабировать и отвлекаясь на кого-то, либо вам кто-то позвонил, вам кто-то сказал, это сделай, это то, если ты там работник или ты там бизнесмен, тебе сказали, надо туда съездить, это забрать, это принести, это надо на встречу съездить, там заседание, какой трейдинг? Какой трейдинг? Да? И у вас приоритеты будут другие. То есть у вас будет приоритет там, не здесь, а вы здесь пытаетесь что-то скрепсти, ничего не получается. Это первое. Если у вас нет времени, H4, H1 очень хороший такой, но если вы хотите много торговать, да, допустим, H1, H4 идеально подходят для такой торговли, даже H1, наверное, лучше, если вы все равно хотите вроде как внутри дня, но при этом нет времени в течение сессии сидеть. Вот. То есть вот это очень важно. Нужно подобрать именно тайминг. Тайминг важен. Второй важный тезис – это умение торговать в ладах, умение торговать бок о бок со своим эго, потому что оно от вас никуда не уйдет. Вы не можете убить эмоции, вы не можете избавиться. Это невозможно. Вам нужно ладить с ними. Единственный способ ладить с эмоциями, в первую очередь, это общение. Не пытаться негативить, не пытаться там больше объема брать, либо увеличивать позицию, когда не прет, или когда там вы ошиблись, или подверглись своему эго, не раскручивать эту спираль, а поговорить с самим собой.
как я говорю, с третьего лица очень эффективна одна из самых эффективных техник, которую когда-либо я использовал, потому что ты начинаешь говорить, забивается вот этот пыл, и уже не так хочется сделку закрыть, потому что ты уже входишь в состояние осознанности, а не контролируешься своим эго и эмоциями. И отсюда вытекает следующий, третий тезис, это нужно систематизировать таким образом, внимание, чтобы не оставить компромиссов для открытия позиций, то есть не давать себе возможности и своему эмоциональному интеллекту распознавать сигналы по-разному, следовательно, это будет вызывать конфликт в принятии решения и не даст вам возможность делать это на регулярной основе. Эти три момента – это самые главные секреты, которые когда-либо мы открывали и когда-либо вообще касались трейдинга. Поэтому спасибо вам большое за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и встретимся на онлайн-торговле. Пока-пока.